Всем привет! Меня зовут Лена, и вы на канале магазина kuga-самокат.ру, который является официальным дилером электросамокатов Kuga на территории России. Как вы уже, наверное, заметили, передо мной два самоката. Оба они очень похожи, но один из них принадлежит нашим... Я бы не хотела считать их конкурентами. Мне было бы приятнее называть их коллегами. Ведь и они, и мы вместе продвигаем в нашей стране современные технологии, экологичный и экономичный персональный транспорт и делаем передвижение по городу доступнее для многих людей. Идея этого ролика родилась у нас уже давно, но как-то все не складывалось. Поэтому для начала хочу поблагодарить наших зрителей, которые нас поддержали. И, конечно же, компанию White Siberia, которая все-таки доверилась нам и предоставила свой самокат для тестов и съемок. Поэтому сегодня мы сделаем полномасштабное сравнение двух лидеров продаж – электросамокатов Kuga M4 Pro и White Siberia Luna. Kuga M4 Pro появился на рынке где-то в 2019 году и довольно быстро обрел популярность и звание народного электросамоката, даже несмотря на некоторые недочеты в сборке. Его ценят за его универсальность и демократичную цену. Компания Kuga постепенно улучшает эту модель и борется с недостатками, но процесс взаимодействия китайского производителя с российскими пользователями довольно затруднительный. И пандемия коронавируса тут точно не на руку. Про подробные характеристики Kuga M4 Pro и про те изменения, которые он пережил в начале 2020 и 2021 годов, у нас на канале есть отдельные ролики, поэтому тут я в подробности вдаваться не буду. Ссылки на обзоры мы оставим в описании под этим видео. Электросамокат VS Luna появился много позже M4 Pro, и все сразу же заметили их внешнее сходство. И действительно, самокаты похожи как братья. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Как минимум, у компании White Siberia было небольшое преимущество. Они могли принять к сведению замечания и предложения непосредственно российских пользователей M4 Pro и сразу выпустить самокат, ориентированный непосредственно на наших потребителей. На их сайте они так и пишут, что это самокат, который предназначен для жесткого использования на дорогах СНГ. Хотя, видимо, и у них получилось не все так гладко. Потому что довольно быстро они выпустили вторую версию данной модели, которую вы и видите в этом обзоре. Одно из основных отличий заключается в мощности самокатов, хотя оба производителя убрали маркировку мощности с мотор-колеса и из инструкции по применению, чтобы сотрудникам ГАИ сложнее было придираться к пользователям за езду по тротуару на якобы мопеде. Вернее, у Kuga мощность отсутствует вовсе, а у Luna она указана 178 Вт. Однако на сайте White Siberia несложно найти, что мотор-колесо Луны имеет мощность 800 Вт, и разогнаться самокат может до 59 км в час. У Kuga M4 Pro заявленная мощность мотора 600 Вт, и разогнаться он может до 50 км в час. Аккумулятор и на одном, и на другом самокате имеет емкость 18 Ампер-часов. Но White Siberia утверждает, что Luna может проехать до 60 км на одном заряде. Kuga говорит только о 55. Все эти цифры мы, конечно же, обязательно сегодня проверим. Подвеска у обоих самокатов аналогична по конструкции. Пружинные амортизаторы спереди и сзади. В передних пружинах у Луны видно смазку. Разглядеть ее на M4 мне не удалось. Колеса диаметром 10 дюймов с камерными накачиваемыми покрышками, которые абсолютно одинаковые. Тормоза на заднем и переднем колесе дисковые с механическим приводом. Опять-таки, чисто внешне все выглядит одинаково. Даже маркировка на рукоятках тормозных ручек одна и та же. Но сами ручки на Луне нажимаются мягче. Ручки на Kuga более тугие, и для нажатия приходится прикладывать чуть больше усилий. Оба самоката идут в комплекте с сиденьем. Сидушка Луны чуть побольше в размере и имеет более мягкий каркас,
что не очень хорошо, потому что сиденье сильно деформируется, если самокат за него пытаться приподнять. Ну и под большой нагрузкой, по идее, тоже может быстро износиться. М4 Pro я гораздо спокойнее поднимаю, держась за сидушку. И что самое интересное, верхнее покрытие у Куга на ощупь даже мягче, чем у Луны. У М4 Pro всегда была проблема с тем, что под большим весом телескопическое сиденье проваливалось вниз. Советовали либо отрезать трубку ПВХ нужного размера и вставлять внутрь, либо напихать внутрь каких-нибудь газет. В общем, придумывали как могли. Поэтому на Луне доработали этот узел, добавив сюда шайбу с ушками, которая не дает прижимному механизму прокручиваться и разбалтываться. И под моим весом пока что сиденье не опускается. Кстати, пыльник амортизатора под сиденьем у Луны гораздо больше, что позволяет надеяться на больший ход амортизатора и, соответственно, на большую мягкость. Дека у обоих самокатов покрыта прорезиненным покрытием. Изначально размеры у них одинаковые, но крепление сидушки Луны занимает чуть больше места, чем на М4 Pro, сокращая и без того небольшое пространство для ног. От гуся до сидения на М4 Pro остается 39 см, а у Луны 36,5 см. Сидя на сидушке, можно было бы поставить ноги вперед, но у Луны тут проходит кожух с проводами. На мой взгляд, не самое удачное решение. Высоким людям с длинными ногами на таком самокате будет сложно разместиться с комфортом. Зато для любителей кататься стоя, например, для меня, огромный плюс Луны состоит в том, что тут можно легко полностью снять сидушку с креплением. Для этого надо просто открутить 4 болта. Правда, таких же болтиков с плоскими шляпками, чтобы закрыть оставшиеся в деке дырки, в комплекте нету. На М4 легко снимается только стойка сиденья, но чтобы убрать крепление полностью, нужно разобрать заднюю подвеску. Иначе крепление будет постоянно вам мешаться под пяткой. Отличительной чертой второй версии Луны является плавник в задней части деки, который можно использовать как упор под ногу, если вы катаетесь стоя. Ну, либо он просто убережет вас от того, чтобы случайно поставить ногу на крыло и сломать его. Сами крылья сзади не имеют принципиальных отличий. На М4 Pro крыло кажется чуть длиннее, но и оно не спасает от мелких брызг на штанах. Одной из претензий Куга М4 был люфт, который постоянно появлялся в рулевой стойке, а для его устранения нужно было разобрать руль и найти какой-то специальный ключ длиной около 50 см, чтобы достать до гайки через всю длину рулевой стойки. В этом году Куга изменил крепление рулевой для того, чтобы вынести наружу 2 контргайки. Теперь при появлении люфта его можно будет легко устранить. Правда, первый вариант такой конструкции был не очень удачный, и у этих моделей руль отрывало в скором времени. Эти модели отозвали и добавили сверху еще один хомут на 3 болтах, который еще надежнее держит рулевую стойку. У Луны же все осталось по-старому. В случае появления люфта придется разбирать руль и лезть через всю длину рулевой стойки. Вопрос остается только, насколько быстро он появится. Не если, а именно насколько быстро. Потому что появляется люфт рано или поздно везде. Кстати, даже инструкция Луны прямо на обложке радует надписью, что поверхности, подвергающие самокат вибрации, вызывают критические нагрузки, что способствует преждевременному выходу его из строя. А у нас, простите, вся страна сплошь одни такие поверхности. Принцип механизма складывания рулевой стойки на самокатах абсолютно идентичен. Нужно отодвинуть и повернуть фиксатор, зацепив его за болтик. И теперь, нажав на язычок, можно опустить саму стойку. Правда, на Луне усилий мне пришлось приложить гораздо больше. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Рулевая стойка у обоих самокатов автоматически фиксируется в сложенном виде. В сборе с сиденьем весят самокаты одинаково – 24,5 кг. Чтобы разложить самокат, нужно снова нажать на язычок и вернуть фиксатор на место. Он нужен тут для того, чтобы во время езды вы случайно, не наступив на язычок, не сложили самокат прямо на ходу. У обоих самокатов складываются рукоятки руля по одному и тому же принципу. В разложенном состоянии они фиксируются закручивающимися муфтами, но тормозные ручки, бортовой компьютер и провода от них делают этот процесс неудобным и не быстрым. Бортовые компьютеры у Луны и М4 Pro совершенно разные, и для кого-то это отличие принципиально. На М4 Pro БК с курком газа под указательный палец, и мне лично такой способ управления самокатом нравится больше. Но многие, наоборот, предпочитают лепесток под большой палец, как на Луне. Мне же обычно такой способ управления кажется недостаточно чувствительным и дерганым. Но посмотрим, как будет непосредственно на этом самокате. Слева на руле у обоих самокатов располагается панель управления светом.
Верхняя кнопка включает переднюю фару и боковую подсветку. Чуть ниже кнопка, переключающая поворотники, и кнопка звукового сигнала. Звук гудка на М4 Pro звучит гораздо внушительнее. На Луне больше похоже на детскую пищалку, как на самых первых моделях Куга. Но сама панель управления на Луне выглядит солиднее, из-за чего и общее впечатление от самоката гораздо приятнее. Разноцветные кнопочки на М4 Pro производят впечатление дешевой китайской игрушки. И разноцветная подсветка по бокам батарейного отсека многократно усиливает это впечатление. Красная подсветка на Луне, несомненно, выглядит дороже и красивее. Но мне не очень нравится, как она выглядит на корпусе самоката. Не хватает какой-то планки, закрывающей саму диодную ленту. Да и провода, виднеющиеся по краям, не очень. И еще, как бы ни шутили про новогоднюю елку и ЛГБТ-подсветку, но заметнее на дороге в темное время суток, думаю, будет именно М4 Pro. Так что если вы предполагаете поездки по плохо освещенным автодорогам, то с точки зрения безопасности, может, это и лучше. А вот какой из них все-таки лучше с точки зрения комфорта во время поездок? И насколько? Это мы узнаем во время тест-драйва. Для того, чтобы тщательно их сравнить и замерить максимальный запас хода, мы зарядили полностью оба самоката. White Siberia предоставила нам для ролика новый самокат, но по всей видимости они все-таки воспользовались нашим советом и провели минимальную предпродажную подготовку. Коробка с самокатом была вскрыта и в не очень презентабельном виде. Ну да ладно, мелочи. Сомневаюсь, что клиентам они привозят самокаты в таком виде. К тому же у самоката явно были отрегулированы тормоза. И тут могу лишь заметить, что хорошо отрегулированы, молодцы. Kuga М4 Pro мы не стали менять на абсолютно новую модель, только для того, чтобы порадовать вас новой надписью на рулевой стойке. Этот самокат остался у нас еще с прошлого обзора, когда только появилась обновленная версия 2021 года. Но ездить мы на нем больше не ездили. Однако, к небольшому нашему удивлению, оказалось, что на полностью заряженном М4 Pro вольтаж отображался немного меньше, чем на Луне. Ну что ж, посмотрим, насколько это повлияет на итоговый результат. Ездили мы с оператором, меняясь самокатами каждые 5 километров, чтобы у самокатов была примерно одинаковая нагрузка. Сиденье нам пришлось снять, потому что, несмотря на старания White Siberia сделать крепление более надежным, под нашим оператором оно все равно проваливалось на ходу. Честно сказать, какую бы то ни было существенную разницу по подвеске, по мягкости и комфорту мы с оператором дружно не нашли. Ну вот вообще никакой, что задняя, что передняя подвеска ощущается одинаково. Самокаты похожи как две капли воды. И если поначалу я хотя бы краем сознания отличала Луну от М4 Pro по непривычному мне курку, то всю вторую половину пути я путалась и вообще порой забывала, на каком именно самокате я еду в данный момент. Абсолютно с самого начала, с самого первого километра, Луна начала издавать такую же кучу посторонних звуков, бряканий и дребезжаний, как и М4 Pro. Только брякали они немного в разных тональностях. В километре на 5, к тому же, на Луне добавилось легкое поскрипывание задних амортизаторов. В целом, для меня это не то чтобы «ой, ужас, плохо», но некоторых покупателей с завышенными ожиданиями это может сильно огорчить. Я просто сделала вывод, что несмотря на то, что ребята из White Siberia внесли свои правки, которые в чем-то несомненно сделали самокат чуть лучше, но он по-прежнему остался бюджетным китайским самокатом. С бюджетными китайскими комплектующими. И в этом они с М4 Pro очень схожи. Однако, как говорится, на скорость это не влияет. Но не стоит рассчитывать, что переплатив за Луну несколько тысяч рублей, вы получите сразу конфетку. Но и сказать, что Луна от М4 Pro вообще ничем не отличается, тоже нельзя. Определенно есть несколько приятных бонусов. Во-первых, то, что у Луны легко, быстро и полностью убирается сиденье. В сидячем положении из-за кабеля, уходящего в деку, места для ног кажется меньше. Но стоя на нем ехать гораздо удобнее. На М4 Pro ну никак не получается стоять так, чтобы не наступать на оставшуюся часть крепления. За весь день на самокате и так устаешь. А из-за этого ноги начинают еще сильнее болеть. Конечно, если вы планируете кататься только стоя, то можно потратить время и разобрать заднюю подвеску. Но если сиденье вам нужно время от времени, то постоянно разбирать и собирать самокат не получится. Почему Kuga до сих пор не сделает тут крепление как на Max Speed, мне непонятно.
Кстати, мне было крайне любопытно, смогли ли White Siberia сделать реально удобную подножку в задней части деки. Пока что идеальным образцом в этом отношении для меня являлся G1. Ну что же, и является им до сих пор. Переплюнуть или приблизиться к нему пока никому не удалось. К тому же, под весом нашего оператора подвеска на луне прожимается, и этот плавник начинает касаться крыла и греметь на каждой мелкой неровности. Ну, зато хотя бы он значительно облегчает переноску самоката в отсутствие сиденья. Второй момент – лепесток газа под большой палец. Да, мне такой способ управления не по душе, но я не могу не признать, что тут он настроен классно. Самокат управляется плавно, без дерганий и рывков. И к самому курку претензий никаких. Здорово, что White Siberia реализовала просьбу многих райдеров. Хотя бы даже по этому поводу покупателей у них определенно должно прибавиться. Но все же есть одно некоторое замечание или, скажем, предложение к улучшению для производителя. Резиновые грипсы, которые стоят на луне, чуть мягче и приятнее на ощупь, чем на M4 Pro. Но из-за этого, вероятно, они гораздо сильнее прокручиваются во время движения и немного сдвигаются. А сдвигаясь, они прижимаются непосредственно к курку, из-за чего он может совершенно неожиданно залипнуть в нажатом положении и привести к серьезной аварии, в случае, если водитель растеряется и не сможет вовремя среагировать. Поэтому не мешало бы сюда поставить какой-то ограничитель или проставку, чтобы грипсы не прижимались к курку. Ну и самым существенным и самым дорогостоящим улучшением, наверное, можно считать мотор. Хотя с моим весом 57 кг прибавка к мощности не особо чувствовалась. При замере максимальной скорости и M4 Pro, и Luna разогнались до 50 км в час. Возможно, Luna чуть быстрее набирала скорость с места, но не сказала бы, чтобы это бросалось в глаза. А вот наш оператор сразу отметил, что Luna действительно мощнее. Она с его весом, почти 100 кг, разогналась до 49 км в час, а вот M4 Pro смог только до 39. Единственное, что нам обоим показалось, что Luna на максимальной скорости почему-то ведет себя не так устойчиво, как M4 Pro. Причем на скорости даже 35 км в час ничего подобного не чувствовалось. А на максимальной скорости руль немного вилял из стороны в сторону. При подъеме в горку в целом подтвердились все выводы из предыдущего теста. С небольшим весом разницы никакой не чувствуется, даже на длинных и крутых подъемах. С весом нашего оператора M4 Pro сильнее потерял скорость к концу подъема. И все же оба самоката справились неплохо, хотя горка в реальности довольно крутая. Но если вдруг ваш вес еще больше, то, может быть, где-то вам придется подниматься пешком. Или покупайте M5. Тормоза на Луне поначалу были настроены очень классно, но к концу тестов постепенно начали ослабевать, как и на всех остальных самокатах. Так что придется их так же часто подкручивать и регулировать, как и на Kuga. На M4 Pro 2021 года появилась рекуперация, которая здорово помогает в тех случаях, когда нужно слегка притормозить. Поэтому, возможно, на M4 Pro износ колодок теперь будет даже меньше. В любом случае, тестируя тормоза, мы принципиальной разницы тоже не заметили. Гораздо важнее тут скорее ваша реакция и умение тормозить. В начале тест-драйва я говорила, что вольтаж на Kuga был меньше, чем на Луне, но позже я заметила, что эта разница была только на внешнем вольтметре. Он отображал меньший вольтаж, чем в бортовом компьютере. Нашему оператору почему-то показалось, что Луна сядет на 1-2 км раньше. Но к нашему большому удивлению, сели они абсолютно одновременно. На последних километрах у них стала постепенно падать тяга, и они стали ехать все медленнее и медленнее. 20 километров, 16, 12, 6. Самокаты не выключались, пытались ехать, но мы перестали их мучить.
Удивительно, но ехали они буквально ноздря в ноздрю. И я так радовалась, что мы засняли такой прикольный момент. Но, как оказалось, не засняли. У нас заполнилась карта памяти, и камера выключилась. После последнего кадра мы проехали не больше километра. Всего самокаты проехали 46 километров, что кажется мне вполне неплохим результатом. Какой можно подвести итог? Kuga M4 Pro и White Siberia Luna. Два брата-близнеца. Такие похожие, но все-таки немного отличаются. Не скажу, что какой-то из них лучше и качественнее собран. Нет. Оба из коробки где-то недотянуты, где-то недосмазаны и так далее. Ну, их пользователи меня точно поймут. Но у Луны все же есть пара деталей, в которых она чуть лучше и удобнее. Первое – это более лаконичный и серьезный внешний вид. Хотя тут дело вкуса. Да и на пыльных самокатах это уже не так бросается в глаза. Но вот быстросъемное сиденье – несомненно плюс, и его 100% оценят те, кто хочет кататься и сидя, и стоя. И, конечно же, это чуть более мощный мотор, что сильнее всего будет заметно людям с большим весом. Так что для крупных райдеров доплата за Луну будет вполне оправдана. Заказать этот самокат вы можете у любого дилера, выбранного на сайте White Siberia, ссылку на который мы оставим в описании под этим роликом. Но если вы хотите сэкономить и весите немного, то там же в описании переходите в наш интернет-магазин kugasamokat.ru и можете смело заказывать Kuga M4 Pro. Особой разницы в динамике и тяге с небольшим весом не чувствуется, и по ходовым качествам для вас это будет два одинаковых самоката. Вот такие у меня получились выводы. Надеюсь, вы не сочтете их предвзятыми. В зависимости от привычек и потребностей райдера, впечатления все равно могут отличаться. Но я стараюсь рассказать о своих ощущениях честно и подробно. Мне нет никакого смысла лукавить. Ни копейки с продаж самокатов я не получаю. Но зато мне было бы интересно, если бы конкуренция подстегнула Kuga выпустить какую-нибудь классную и качественную новинку. Потому что мне кажется, в этом сезоне этого Kuga не хватает. И было бы уже здорово сделать обзор на какой-нибудь бомбический городской самокат. А вы как считаете? Делитесь своим мнением в комментариях. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если хотите быть в курсе новых обзоров и сравнений. С вами был магазин Kuga Самокат и я его ведущая Лена. Берегите себя на дорогах и до скорых встреч!